Павел Петрович Бажов. Синюшкин колодец. Жил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бы былем остался, всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось. От отца руки до плечи, от матери зубы до речи, от деда Игната кайла до лопата, от бабки Лукерьи особый поминок. Об этом и разговор сперва. Она, видишь, эта бабка хитрая была, по улицам перья собирала, подушку внуку готовила, да не успела. Как пришло время умирать, позвала бабка Лукерья внука и говорит: «Гляди-ка, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила, чуть не полное решето, да и перышки какие, одно к одному, мелконькие да пестренькие, глядеть любо, прими в поминок, пригодится. Как женишься, да принесет жена подушку, тебе и не зазорно будет. Не в диковинку де мне, свои перышки есть, еще от бабки остались. Только ты за этим не гонись, за подушкой-то. Принесет, ладно, не принесет, не тужи. Ходи веселенько, работай крутенько, и на соломке не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так и все у тебя ладно пойдет, гладко покатится. И белый день взвеселит, и темно ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь, тут хоть в пень головой, все немило станет». «Про какие, — спрашивает Илья, — ты, бабушка, худые думки сказываешь?» А это отвечает: «Про деньги да про богатство, хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство, да маята напрасная. Чисто да по совести и пера на подушку не наскрести, не то что богатство получить». «Как же тогда, — спрашивает Илья, — про земельное богатство понимать? Не уж ни на что его считаешь?» «Бывает ведь». «Бывать-то бывает, только ненадежно дело. Комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про это и не думай, себя не беспокой. Из земельного богатства, сказывает, одно чисто да крепко. Это когда бабка Синюшка красной девкой обернется, да сама своими рученьками человеку подаст. А дает Синюшка богатство гораздому да удалому, да простой душе, больше никому. Вот ты и помни, друг Илюшенька, этот мой последний наказ». Поклонился тут Илья бабке. «Спасибо тебе, бабка Лукерья, за перья, а пуще того за наставление, век его не забуду». В скорости умерла бабка. Остался Илюха один-одинешенек, сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали, покойницу обмыть, обредить, на погост проводить. Они, эти старушонки, тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают. Живо все бабкин-то обзаведение по рукам расхватали. Воротился Илья с могильника, а в избе у него голым-голехонько, только то и есть, что сам сейчас на спицу повесил, зипун да шапка. Кто-то и бабкиным пером покорыстовался, начисто выгреб из решета. Только 3 перышка в решетке зацепилось, одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое. Пожалел Илья, что не уберег бабкин поминок. Надо, думает, хоть эти перышки к месту прибрать, а то нехорошо как-то. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет. Подобрал с полу какую-то синюю ниточку, перевязал эти перышки натуго,
да и пристроил себе на шапку. Тут, думает, самое место. Как надевать либо снимать шапку, так и вспомнишь бабкин наказ, а то, видать, для жизни полезный. Всегда его в памяти держать надо. Надел потом шапку да зипун и пошел на прииск. Избушку свою и запирать не стал, потому в ней ничего. Одно пустое решето, да и то с дороги никто не подберет. Илья возрастной парень был, давно в женихах считался. На прииске-то он годов 6 либо 7 робил. Тогда ведь при крепости-то с малолетства людей на работу загоняли. Да женитьбы иной, глядишь, больше 10 годов уж на барина отхлещет. И этот Илья, прямо сказать, вырос на прииске. Места тут он знал вдоль и поперек. Дорога на прииск не близкая. На Гремухе, сказывают, тогда добывали, чуть не у Белого камня. Вот Илюха и придумал. Пойду-ка я через Зюзелькино болото. Вишь, жарынь какая стоит. Подсохло поди оно. Пустят перебраться. Глядишь, и выгодую версты 3, а то и все 4. Сказано, сделано. Пошел Илья лесом напрямую, как по осеням с прииска и на прииск бегали. Сперва ходко шел, потом намаялся и с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут вовсе не в ту сторону. Скакал, до поту наскакался. Ну, выбрался в какой-то ложок, посредине место пониже. Тут трава растет, горчик да метлика, а с боков взгорочки, а на них сосна жировая. Вовсе, значит, сухое место пошло. Одно плохо. Не знает Илья, куда дальше идти. Сколько раз он по этим местам бывал, а такого ложочка не видывал. Вот Илья и пошел серединой, меж взгорочков-то. Шел, видит, на полянке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась, и посредине паучок сидит, тоже синий. Илюха обрадовался воде. Отпахнул рукой тенетку и хотел напиться. Тут у него голову и обнесло. Чуть в воду не сунулся и сразу спать захотела. Вишь, думает, как притомил меня болото. Отдохнуть, видно, надо часок. Хотел на ноги подняться, а не может. Отполз все-таки сажени 2 ко взгорочку, шапку под голову, да и растянулся. Глядит, а из того водяного окошка старушонка вышла. Ростом не больше 3/4, платьишко на ней синее, платок на голове синий, и сама вся синехонька, да такая тощая, что вот подует ветерок и разнесет старушонку. Однако глаза у ней молодые, синие да такие большие, будто им тут вовсе и не место. Уставилась старушонка на парня и руки к нему протянули. А руки все растут да растут, того и гляди, до головы парню дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий. Силы в них не видно, и ногтей нет, а страшно. Хотел Илья подальше отползти, да силы вовсе не стало. Дай, думает, отвернусь, все не так страшно. Отвернулся, да носом-то как раз перышки и уткнулся. Тут на Илью почихоту нашла. Чихал, кровь носом пошла, а все конца краю нет. Только чует, голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит, стоит старушонка на том же месте, от злости трясется. Руки у нее до ног Илье дотянулись, а выше-то от земли поднять их не может. Смекнул Илья, что у старухи оплошка вышла, сила не берет, прочихался, высморкался, да и говорит с усмешкой:
Что, взяла старая? Не по тебе, видно, кусок. Плюнул ей на руки-то, да и пошел дальше. Старушонка тут и заговорила, да звонко так, вовсе по-молодому. Погоди, не радуйся, другой раз придешь, головы не унесешь. А я и не приду, отвечает Илья. Ага, испугался, зарадовалась старушонка. Илюхе это за обиду показалось. Остановился он, да и говорит. Коли на то пошло, так нарочно приду, воды из твоего колодца вычерпнуть. Старушонка засмеялась и давай подзадаривать парня. Хвостун ты, хвостун, говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унес. А он еще похваляется. Да не родился еще такой человек, чтоб из здешнего колодца воду добыть. А вот поглядим, родился ли, не родился, отвечает Илья. Старушонка, знай свое, твердит. Пустомеля ты, пустомеля. Тебе ли воду добывать, коли подойти боишься? Пустые твои слова. Разве других людей приведешь посмелее себя? Этого, кричит Илья, от меня не дождешься, чтоб я стал других людей тебе подводить. Слыхал, поди-ка, какая ты вредная, и чем людей обманываешь. Старушонка одно заладила. Не придешь, не придешь, где тебе, такому-то? Тогда Илья и говорит. Ладно, не то. Как в воскресный день ветер хороший случится, так и жди в гости. Ветер тебе на что, спрашивает старушонка. Там видно будет, отвечает Илья. Ты только плевок-то с руки смой, не забудь, смотри. Тебе, кричит старушонка, не все равно, какой рукой тебя на дно потяну. Хоть ты же, вижу, и гораздо, а все едино мой будешь. На ветер да на бабкины перья не надейся, не помогут. Ну, поругались так-то. Пошел Илья дальше. Сам дорогу примечает и про себя думает. Вот она, какая бабка-синюшка. Ровно еле живая, а глаза девичьи, погибельные, и голос, как у молоденькой, так и звенит. Поглядел бы, как она красной девкой оборачивается. Про синюшку Илья много слыхал. На прииске не раз об этом говаривали. Вот, дескать, по глухим болотным местам, а то и по старым шахтам набегали люди на синюшку. Где она сидит, тут и богатство положено. Сживи синюшку с места, и откроется полный колодец золота до дорогих каменьев. Тогда и греби, сколь рука взяла. Многие будто ходили искать, да либо ни с чем воротились, либо с концом загинули. К вечеру выбрался Илюха на прииск. Смотритель приисковский напустился, конечно, на Илюху. Что долго? Илья объяснил. Так и так, бабку Лукерью хоронил. Смотрителю маленько стыдно стало, а все нашел придирку. Что это у тебя за перья на шапке? С какой радости нацепил? Это, отвечает Илья, бабкино наследство. Для памяти его тут пристроил. Смотритель, да и другие, кто близко случился, давай смеяться над таким наследством. А Илья и говорит, да может я эти перья на весь господский прииск не променяю, потому непростые они, а наговоренные, белые вот на веселый день, черные на спокойную ночь, а рыженькое на красное солнышко. Шутит, конечно, только тут парень был, Кузька Двоерылка. Он Илюхе-то ровесником приходился, в одном месяце именинниками были, а по всем статьям на Илюху не походил. Он, этот Двоерылка, вовсе со справного двора. По-доброму такому парню и мимо прииска ходить не надо, полегче бы работа дома нашлась. Но Кузька давно около золота околачивался, свое смышлял. Не попадет ли штучка хорошая, а унести ее сумею. И верно насчет того, чтобы чужой в свой карман прибрать,
Двоерылка мастак был. Чуть кто не доглядел, двоерылка уже унес, и найти не могут. Одним словом, ворина. Поэтому ремесло у него и заметка была. Его, вишь, один старатель лопаткой черканул. Скользом пришлось. А все же зарубка на память осталась. Нос до губы пополам развалила. По этой приметке Кузьку и величали двоерылком. Этот Кузька крепко завидовал Илюхе. Тот, видишь, парень, ядреный да могутный, крутой да веселый. Работа у него и шла податно. Кончил работу, поел да песню запел, а то и в пляс пошел. На артельке ведь и это бывает. Против такого парня где же равняться двоерылому? Коли у него ни силы, ни охоты, да и на уме вовсе другое. Только Кузька по-своему об этом понимал. Не иначе знает Илюшка какую-то славинку. То он и удачливый, и по работе ему устатку нет. Как про перышки-то Илья сказал, Кузька и смекнул про себя. Вот она, Илюшкина славинка. Но известно, в ту же ночь украл эти перышки. На другой день хватился Илья, где перышки? Думает, обронил. Давай искать по прииску-то. Над Ильей посмеиваться стали. Ты в уме ли, парень? Сколько ног тут топчется, а ты какие-то махонькие перышки ищешь. В пыль поди их стоптали. Да и на что они тебе? Как отвечают на что, коли это бабкина помятка? Помятку, говорят, надо в крепком месте, либо в голове держать, а не на шапке таскать. Илья и думает, правду говорят, и перестал те перышки искать. Того ему и на мысли не пало, что они худыми руками взяты. У Кузьки своя забота, за Илюхой доглядывать. Как у него теперь дело пойдет без бабкиных перышек? Вот и узрел, что Илья ковш старательский взял, да и к лесу пошел. Двоерылка за Ильей. Думает, не смывку ли где наладил? Но никакой смывки не оказалось. А стал Илья тот ковш на жердинку насаживать. Сажение 4 жердинка. Вовсе до смывки несподручно. К чему бы это? Еще пуще Кузька насторожился. Дело-то к осени пошло. Крепко подувать стало. В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель сперва покочевряжился. Ты, дескать, недавно ходил. Да и незачем тебе. Семейства нет, а хозяйство свое перышки-то на прииске потерял. Но отпустил. А Кузька разве такой случай пропустит? Он с позаранку к тому месту пробрался, где ковш на жердинке припрятан был. Долго Кузьке ждать-то не пришлось. Да ведь воровская сноровка известная. Не надо, не нами сказано, вор собаку переждет, не то что хозяина. Наутре подошел Илья, достал ковш, да и говорит: эх, перышек-то нету, а ветер добрый. С утра так свистит, к полдню вовсе разгуляется. Прям ветер такой, что в лесу стон стоит. Пошел Илья по своим приметкам, а двоерылка за ним крадется да радуется. Вот они, перышки-то, к богатству знать-то дорожку кажут. Долгонько пришлось Илье по приметам-то пробираться, а ветер все тише да тише. Как на ложок выйти, так и вовсе тихо стало. Ни одна веточка не пошевельнется. Глядит Илья, старушонка у колодца стоит, дожидается. И звонко так кричит: вояка пришел, бабкины перья потерял и на ветре прогадал. Что теперь делать-то станешь? Беги-ка домой, да ветра жди, может, и дождешься. Сама в сторонке стоит, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя, густым густехонько. Илья разбежался, да со взгорочку ковшом-то на жердине, прямо в ту синюю шапку
и сунул, да еще кричит: «Ну-ка ты, убогая, поберегись, не сожибить бы ненароком!» Зачерпнул из колодца и чует тяжело, еле выволок. Старушонка смеется, молодые зубы кажет: «Погляжу я, погляжу, как ты ковш до себя дотянешь. Много ли моей водицы испить доведется?» Задорит, значит, парня. Илья видит верно, тяжело, вовсе озлился. «Пей!» — кричит сама. Усилился, поднял маленько ковшик, да и норовит опрокинуть на старушонку. Та отодвинулась, Илья за ней, она дальше. Тут жердинка переломилась, и вода разлилась. Старушонка опять смеется: «Ты бы ковшик-то на бревно насадил, надежнее бы!» Илья в ответ грозится: «Погоди, убогая, искупаю еще!» Тут старушонка говорит: «Ну ладно, побаловали и хватит. Вижу, что ты парень гораздо да удалый. Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь. Всяких богатств тебе покажу, бери сколько унесешь. Если меня сверху не случится, скажешь: без ковша пришел, и все тебе будет». Мне отвечает Илья: «И на то охота поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься». «По делу видно будет», — усмехнулась старушонка, опять молодые зубы показала. Двоерылка все это до капельки видел и до слова слышал. Надо, думает, поскорее на прииск бежать, да кошели наготавливать, как бы только Илюшка меня не опередил. Убежал Двоерылка, а Илья взгорочком к дому пошел. Перебрался по кочкам через болотце, домой пришел, а там одна новость: бабкиного решета не стало. Подивился Илья, кому такое понадобилось. Сходил к своим заводским дружкам, поговорил с тем, с другим и обратно на прииск пошел. Только не через болото, а дорогой, как все ходили. Прошло так дней пяток, а случай тот у Илюхи из головы не выходит. На работе, помнится, и сны мешать стали. Нет-нет, и увидит он те синие глаза, а то и голос звонкий услышит: «Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь». Вот Илюха и порешил: схожу, погляжу хоть, какое богатство бывает. Может, и сама она мне красной девкой покажется. В ту пору как раз молодой месяц народился, ночи посветлее стали. Вдруг на прииске разговор: Двоерылка потерялся. Сбегали на завод, нету. Смотритель велел по лесу искать, тоже не оказалось. И то сказать, искали, не насажились. Всяк про себя думал: от того убытку нет, коли вор потерялся. На том и кончилось. Как месяц на полный кружок обозначился, Илюха и пошел. Добрался до места, глядит, никого нет. Илья все же со взгорочка не спустился и тихонько молвил: без ковша пришел. Только сказал, сейчас старушонка объявилась и ласково говорит: «Милости просим, гостенек дорогой, давно поджидаю, подходи да бери, сколько унесешь». Сама руками-то как крышку над колодцем подняла, а там и открылось богатство всякого, доверху набито. Илье любопытно на такое богатство поглядеть, а со взгорочка не спускается. Старушонка поторапливать стала. «Ну, чего стоишь, бери, — говорит, — сколько в кошель уйдет». «Кошеля-то, — отвечает, — у меня нету, да от бабки Лукерьи я другое слыхал, будто только то богатство чисто да крепко, какое ты сама человеку подашь. Вишь ты, привередник какой, ему еще подноси, но будь по-твоему». Как сказал это старушонка, так из колодца синий столб выметнула, и выходит из этого столба девица-красавица, как царица снаряжена, а ростом до половины доброй сосны. В руках у этой девицы золотой поднос, а на нем груда всякого богатства: песок золотой, каменья дорогие,
самородки чуть не по ковриге. Подходит эта девица к Илюхе и с поклоном подает ему поднос. «Прими-ка, молодец!» Илья на прииске вырос. В Златовеске тоже бывал, знал, как его золото весят. Посмотрел на поднос и говорит старушонке: «Для смеху это придумано, ни одному человеку не в силу столько поднять». «Не возьмешь?» – спрашивает старушонка. «И не подумай», – отвечает Илья. «Ну, будь по-твоему. Другой подарок дам», – говорит старушонка. И сейчас же той девицы с золотым подносом не стало. Из колодца опять синий столб выметнула. Вышла другая девица, ростом поменьше, тоже красавица и наряжена по-купецки. В руках у этой девицы серебряный поднос, на нем груда богатства. Илья и от этого подноса отказался, говорит старушонке: «Не в силу человеку столько поднять, да и не своими руками ты подаешь». Тут старушонка вовсе по-девичьи рассмеялась. «Ладно, будь по-твоему. Тебя и себя потешу. Потом чур не жалеть. Ну, жди». Сказала и сразу не стало ни той девицы с серебряным подносом, ни самой старушонки. Стоял Илюха, никого нет. Надоело уж ему ждать-то. Тут сбоку и зашуршала трава. Поворотился Илюха в ту сторону. Видит, девчонка подходит, простая девчонка, в обыкновенный человеческий рост, годов так 18. Платьишко на ней синее, платок на голове синий и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы малина, и руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя. Подошла девчонка к Илюхе и говорит: «Прими-ка, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца». И подает ему своими белыми рученьками старые бабки лукерье решето с ягодами. «Тут тебе и земляника, тут тебе и княженика, и желтая морожка, и черная смородина с голубикой, но всяких сортов ягода, полнехонько решето, а сверху 3 перышка, одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое, натуго синей ниточкой перевязаны». Принял Илюха решето, а сам как дурак стоит, никак домикнуть не может, откуда эта девчонка появилась. Где она осенью всяких ягод набрала? Вот и спрашивает: «Ты чья краснодевица? Скажись, как тебя звать величать?» Девчонка усмехнулась и говорит: «Бабкой Синюшкой люди зовут, а гораздому да удалому да простой душе и такой кажусь, какой видишь. Редко только так-то бывает». Тогда-то уж Илюха понял, с кем разговаривает, и спрашивает: «Перышки у тебя откуда?» «Да вот», — отвечает, «двоерылка за богатством приходил, сам в колодец угодил и кошельки свои утопил, а твои-то перышки выплыли. Простой, видно, ты души парень». Дальше Илья и не знает, о чем говорить. И она стоит, молчит, ленту в косе перебирает, потом промолвила: «Так-то, мил друг Илюшенька, Синюшка я, всегда старая, всегда молодая, к здешним богатствам навеки приставлена». Тут помолчала маленько, да спрашивает: «Ну, нагляделся? Хватит, поди, а то как бы во сне не привиделось». И сама вздохнула, как ножом по сердцу парню полыснула. Все бы отдал, лишь бы она настоящая живая девчонка стала, а ее и вовсе нет. Долго еще стоял Илья. Синий туман из колодца по всему ложочку пополз. Тогда только стал он к дому пробираться. На свету уж пришел. Только заходит в избу, а решето с ягодами и потяжелело, дно оборвалось, и на пол самородки да дорогие каменья посыпались.
С таким-то богатством Илья сразу от барина откупился, на волю вышел, дом себе хороший справил, лошадь завел, а вот жениться никак не может. Все та девчонка из памяти не выходит. Сна покою решился, и бабке Лукерье перышки не помогают. На один раз говаривал: «Эх, бабка Лукерья, научила так ты, как Синюшкино богатство добыть, а как тоску избыть не сказала, видно, сама не знала». Маялся как-то и надумал: лучше в тот колодец нырнуть, чем такую муку переносить. Пошел к Зюзельскому болотцу, а бабушкины перышки все же с собой захватил. Тогда ягодная пора пришлась, землянику таскать стали. Только подошел Илья к лесу, навстречу ему девичья артелка, человек с десяток, с полными корзинами. Одна девчонка на отшибе идет, годов так 18, платьишко на ней синее, платок на голове синий, и пригожее сказать нельзя. Брови дугой, глаза звездой, губы малина, русая коса трубчата через плечо перекинута, а в ней лента синяя, ну, вылитая та. Одна приметочка разнится. На той баретке синие были, а это вовсе босиком. Остолбенел Илья, глядит на девчонку, и она синими-то глазами зырк да зырк, и усмехается, зубы кажет. Прочухался маленький Илюха и говорит: «Как это я тебя никогда не видал?» Вот отвечает: «И погляди, коли охота. На это я проста, копейки не возьму». «Где, спрашивает, ты живешь?» «Ступай, — говорит, — прямо, повороти направо, тут будет пень большой. Ты разбегись да треснись башкой, как искры из глаз посыплются, тут меня и увидишь». Ну, зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведется. Потом сказалась, чья такая, по которой улице живет и как зовут. Все честь честью, а сама глазами так и тянет, так и тянет. С этой девчонкой Илюха и свою долю нашел, только ненадолго. Она, вишь, из мраморских была, то ее Илюха и не видал раньше-то. Ну а про мраморских дело известное. Краше тамошних девок по нашему краю нет. А женись такой, овдовеешь, с малых лет около камня бьются, чехотка у них. Илюха и сам долго не зажился, наглотался, может, от этой, да и от той нездоровья-то. А по-зюзельски в скорости большой прииск открыли. Илюха, видишь, не потаился, где богатство взял. Но рыться по тем местам стали, да и набогатимое золото. На моих еще пометях тут хорошо добывали, а колодца так и не нашли. Туман синий, тот и посейчас на тех местах держится, богатство кажет. Мы ведь что, сверху поковыряли маленько, копни-ка поглубже. Глубокий, сказывает тот Синюшкин колодец, страсть глубокий, еще добытчиков ждет.